В просторном офисе с нейтральными стенами, стеклянными перегородками и мягким гулом принтеров царила привычная деловая суета. Сотрудники спешили по коридорам, кто-то задерживался у кулера, обсуждая последние проекты. В кабинете руководства, за большим столом из темного дерева, директор компании привычно чувствовал себя хозяином положения. За много лет работы он привык к определенному порядку, где каждая мелочь подчеркивала его статус. О нем знали многое, но главное, он никогда не подавал руки подчиненным. Считал это ненужной фамильярностью и даже проявлением слабости. В его глазах четко читалась мысль «я выше этого». Коллеги привыкли, подстраивались, кто-то осуждал, кто-то просто отмалчивался. Он никогда не задумывался, что однажды его привычка может обернуться против него. В тот день дверь кабинета открылась мягко, почти бесшумно. На пороге появилась женщина в идеально сидящем синем костюме. Ее шаги были уверенными, взгляд прямым, а в движениях ощущалась внутренняя собранность. Она улыбнулась спокойно и уверенно и протянула руку для приветствия. В комнате на мгновение повисла тишина, сотрудники застыли, ожидая реакции директора. Он лишь мельком взглянул на нее, скользнул взглядом сверху вниз, будто оценивая, и с легким раздражением отвел глаза. Его рука осталась в кармане. Женщина чуть заметно кивнула, убрала ладонь и также спокойно продолжила разговор, не выказывая эмоций. Для тех, кто наблюдал за сценой, это выглядело как очередная демонстрация его холодности. Никто не удивился, все знали его характер. Но уже на следующий день офис встретил утро в смятении. Пришло официальное письмо, директор освобожден от должности. Ходили шепоты, обмен взглядами, догадки. Что-то явно произошло за кулисами, но подробностей никто не знал. А спустя пару часов все прояснилось. На внутреннем собрании объявили, в компанию 2 дня назад назначен новый генеральный директор. Ею оказалась та самая женщина в синем костюме. Ее визит накануне был первой неформальной проверкой руководящего состава, знакомством, которое должно было показать, кто готов к новому этапу в развитии компании. Слухи разлетались по этажам с невероятной скоростью. Сотрудники вспоминали, как она стояла с протянутой рукой и спокойной улыбкой, а директор, уверенный в своей неприкосновенности, отказался от жеста элементарной вежливости. Этот момент стал символом его падения. Простое рукопожатие могло изменить все, но высокомерие оказалось сильнее. Теперь его кабинет готовили к новому хозяину, а сотрудники с интересом и даже надеждой поглядывали на женщину, которая зашла в офис не как гостья, а как та, кто будет вести их дальше. Ее уверенный взгляд говорил больше слов. Начинается новая глава, и в ней больше не будет места устаревшей гордости и показной надменности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.